Вот вы только вдумайтесь, последний раз такой режим, как Мастер-лига, получил глобальное обновление и в целом получил хоть какое-то внимание со стороны разработчиков еще в далеком 2019 году, когда только-только вышла PES 2020. Еще до коронавируса, до всех остальных событий, до релиза самой eFootball. То есть как давно это было? Буквально в прошлой жизни, в совсем другом мире. И сколько успело произойти с того момента. Но даже когда eFootball перешла на свою нынешнюю модель, условно-бесплатную игру, free-to-play игру, Konami вроде как все еще не отказывались от возможности рано или поздно добавить Мастер-лигу. Об этом они говорили и напрямую, и об этом свидетельствовала информация внутри файлов игры, но как-то вот с каждым годом все меньше, меньше, меньше новостей, слухов, а вместе с ними и шансов. Но внезапно, как вот мы недавно разбирали, в рамках последнего eFootball Connect разработчики буквально подняли тему с Мастер-лигой. Такое слово, как Мастер-лига, буквально звучало из уст продюсера серии и нашего небезызвестного Сейтара Кимуры. Но что эта самая Мастер-лига будет представлять из себя в eFootball? Хоть информации и немного, но она все же позволяет хоть сколько-нибудь понять, представить, что же это такое и насколько сильно это будет отличаться от того, что некогда было в серии игр PES. Не проблема, приятель. Пополни Steam с нулевой комиссией на PlayRock и купи себе новые. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. И на самом деле дело начинает пахнуть жареным буквально с самого начала, ибо если мы зациклимся на том, что действительно продюсер серии упоминает и в целом обсуждает Мастер-лигу, то в принципе можно воодушевиться и понадеяться, что наконец-таки старый добрый режим возвращается. Но если обратить внимание, на что он обращает внимание, о чем он в целом рассказывает, и в конце концов, если посмотреть на то, какие скриншоты они демонстрируют, то невольно задаешься вопросом, а о чем вообще, блять, речь? Потому что, видите ли, как я и говорил в одном из предыдущих роликов, судя по всему, Мастер-лига будет представлена далеко не в том виде, что была раньше в серии PES. Ибо что такое карьера тренера? Это всегда автономный режим, который был доступен вне зависимости от того, доступен ли у вас онлайн, подключена игра к сети или же нет. eFootball же на данный момент не функционирует, если вы не подключены к интернету. И та же самая моя лига, которая, казалось бы, автономный режим, где нет онлайн-матчей, она также недоступна, если игра не войдет в сеть. И это уже первая проблема возвращения Мастер-лиги, то есть это не самостоятельный и не автономный режим. На это же указывает и слова продюсера серии, который, рассказывая, что в его понимании представляет собой Мастер-лига, а именно подписание футболистов и усиление команды по ходу сезона, он как бы связывает вот все это с нынешним Dream Team'ом, то есть он говорит, что Мастер-лига это будет вот что-то среднее из Мастер-лиги и с нынешним Dream Team'ом. То есть какой-то, я не знаю, уродливый ребенок, блять. Ну и третий красный флаг заключается в названии Мастер-лиги, которая получила приписку Event. И вот не совсем понятно, то ли это будет отдельно взятый режим, который можно будет использовать, или который можно будет не использовать, или это будет буквально, ну, тот же самый режим, только будучи временным событием, как сокровище. У нас же есть сокровище, временное событие на пару-тройку недель, после чего оно пропадает, и мы про него забываем на какое-то время. То есть как бы уже все это говорит о том, что Мастер-лига будет представлять собой какое-то непонятное нечто, которое аффилировано с нынешними онлайн-составами, с нынешним Dream Team'ом. Без интернета вы, скорее всего, в это поиграть не сможете. Во-вторых, как заявляет продюсер серии, команда разработчиков не знала, как можно добавить Мастер-лигу при нынешней условно-бесплатной модели Free-to-Play, тогда как еще в 2021 году у них были конкретные планы добавить Мастер-лигу в качестве платного
платного DLC, платного контента. Но от этой идеи, судя по всему, отказались, а если отказались, то, скорее всего, и масштабы предоставляемого контента уже не тянут на тот, который можно было бы продавать за реальный прайс. Поэтому, судя по всему, там, с теми планами, которые были в 2021 году, возможно, в 2022 году, мы, судя по всему, увидим ощутимый такой даунгрейд. И в-третьих, опять же, не совсем понятно, что это из себя будет представлять, потому что, как я упомянул ранее, это что-то среднее между Мастер-лигой, то есть менеджментом команды, и Dream Team'ом, то есть нынешним онлайном, нынешними онлайн-составами. Вот что-то среднее. Вроде бы мы это проговариваем, а все равно непонятно, как это должно выглядеть, как это будет играться, и вообще, что это такое. И вся проблема в том, что объяснения со стороны разработчиков и продемонстрированные ими скриншоты ясности не вносят. Но, несмотря на все это, у меня есть некоторое представление, как это может выглядеть. Я буду рад ошибаться, я прям надеюсь, что это ошибочное мнение, но как это вижу я, исходя из того, что Konami показали и рассказали. Допустим, если Мастер-лига это не отдельно взятый режим, как моя лига, а именно что временный ивент, как те же самые сокровища, то есть временное событие, которое имеет свой особенный функционал, который вне этого ивента недоступен. Ну то есть нет события по сокровищам, мы не можем получать ячейки. Вот то же самое, нет события по Мастер-лиге, мы не сможем там наблюдать какие-то сообщения, не сможем наблюдать какие-то изменения в геймплее, которые связаны с этим дополнением, с этой функцией и так далее. У нас есть наши дримтимовские составы, которым благодаря этому нововведению, этому режиму, не знаю, этой функции, позволят добавить некоторые функции менеджмента, то есть куда более углубленное управление нашими составами. Я подозреваю, что благодаря этому ивенту, этому режиму, этой функции, не знаю, как ее, блять, можно обозвать, в игре появится такая темка, что футболисты начнут заметнее уставать, мы не сможем использовать одних и тех же футболистов в матчах дивизионов, например, ибо у них будет переутомляемость, а если они будут слишком сильно и слишком часто утомляться, то они получат травмы, соответственно, мы не сможем их использовать на протяжении нескольких матчей, соответственно, нам придется как-то ротировать состав, как-то пытаться подписывать других игроков, которые могли бы соответствовать нашей команде, и это тот самый менеджмент, которого мы отчасти лишены на данный момент, ибо вот мы собрали состав, и мы и продолжаем играть фазу за фазой, а благодаря этому временному событию, опять же, потому что она содержит приписку «Ивент», мы сможем как-то, ну, более, что ли, углубленно там заниматься составами, обращать внимание на футболистов, то, как кто играет, у кого какая физформа, кто травмирован, а кто нет. То есть по ходу игры в дивизионах, в каких-нибудь ивентах у нас параллельно, благодаря этому режиму, этому временному событию, будут происходить те самые эпизоды, о которых Konami и заявляли. Кто-то из игроков травмируется, кто-то там реализует свой потенциал и так далее. Тогда как сам игровой процесс особых изменений не претерпит. В связи с чем возникает вопрос, а что же тогда с кат-сценами? Ведь в файлах игры было множество кат-сцен, которые относились к Мастер-лиге, которые обещали разнообразие в этом режиме. Тогда как вместо всего этого Konami нам показали какие-то скриншоты со всплывающими окнами, которые содержат ту или иную информацию. Но во всяком случае ответ на наш вопрос мы получим уже в апреле, потому что Konami собираются начать этот ивент, я так понимаю, именно в апреле, и то это будет именно что начало, потому что они не собираются выкатить режим полностью, выкатить функционал полностью. В апреле начинается первая стадия вот этой самой Мастер-лиги, которая, опять же, блять, непонятно, что из себя будет представлять. Но то, что появится в апреле, как заявляют разработчики, это будет далеко не финальная версия, далеко не то, что мы все это время ждали, а только именно что начало. Первые шаги, чтобы посмотреть на реакцию, посмотреть на функционал, как это все работает и так далее. Во всяком случае, ждем.